Легендарная кредитная карта Альфа-банка, бесплатная навсегда, стала еще выгоднее. Получайте супер кэшбэк каждый месяц и бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах по всей стране. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Всем привет! Добро пожаловать на канал Лесной Строитель. Меня зовут Алексей, и, как вы уже поняли, я сегодня иду с Евгением. Лесной код 63 канал у Женьки называется. Вес у нас тяжеленький, много всяких предметов интересных тащим мы. Лед уже почти встал на реке. Обещают мороз на этой неделе до минус 25, что-то 5 или 6 дней. И, соответственно, лед уже полностью встанет, покроет всю реку, и можно будет уже спокойно, не боясь, добираться. Садитесь поудобнее, пока мы идем. Наливайте себе чаек, кофеек, нарезайте бутерброды и приятного просмотра. Погнали! Казалось бы, прошла всего неделя, а река обросла льдом очень сильно. В прошлый раз я шел, лед был прямо вот вдоль берега, буквально метров на 3. Сейчас уже, во многих местах река покрыта полностью льдом. Но тем не менее, все равно ходить небезопасно. И мы стараемся идти вот по следам животных. Конкретно эти следы, я не пойму, похожи на собачьи, либо, может быть, вообще волчьи. Но я гуглил, и конкретно в этом месте в Яндексе написано, что волки есть. Надеюсь, что они так обманули нас подло. А так кабаны, лоси и туристы здесь иногда встречаются. Вот следы, вот прям, отчетливо, да. То есть, предположим, собака, да, предположим. Как Женька сейчас правильно заметил, а собака, без человека, то есть просто следы собаки, и вот они идут. Че она тут? Рыбу, что ли, ловит? Или это очень крупная собака? Слушай, да. Или волк. Это прям вот следы такие конкретные. И относительно свежие ведь, смотри-ка. Вот прям относительно свежий, вот он прям шик. Недавно прям это вообще. Как недавно, утром, может быть, не знаю, либо вчера вечером. Это мне как волк. Это какая собака должна быть? Да, что-то прям. Дикие они стаями. Вот и я говорю, дикие, они же не одна ходят, они несколько их. Да, в теории, может быть, это и волк. А вы что думаете? Напишите об этом в комментариях. Вы видите уток? И я их вижу. Сидят, точнее плывут. Не боятся. Такой шум на реке стоит от нас. И не улетают. Вроде бы дикие утки, а что-то они не стесняются даже. О, полетели. Да, вот с той стороны прям получается. Вот он оттуда выбежал и пошел. Куда-то туда пошел. Потом, передумал, туда пришел, он передумал и куда-то дальше ушел. Лось. Причем такой здоровенький лось. Хороший. Лед, значит, крепкий. Да. Если уж лось прошел здесь, он весит килограмм 300-400, наверное. Так что живности много сейчас тут ходит. Снег только выпал, и следы прям хорошо видны. Не знаю, там собака, волк. Там где-то осталась, она уже следы исчезли. Вот теперь лосиные. Но дальше, я уверен, лисьи будут следы, потому что там уже неоднократно лису встречали около дома.
Она любит там ошиваться. Видимо, там вкусно пахнет едой, и иногда, может быть, приходит она там понюхать. Сегодня она тоже придет понюхать, но мы ее не накормим. Хотя, может, и накормим. А вот это что, не пойму. Копытцы маленькие, как, ну не кабанчик же. След такой размашистый. Косуля, наверное, и пошла. О, а вон, смотри, по берегу. Вроде бы крутой берег, да, а там вон следы, прям дорога целая. И ой, и здесь весь берег вообще в следах. Ой-ой-ой, как их много-то. Здравствуй, дорогой. Красота-то какая, поглядите. Печку затопили. На ветках лежит снег. Дымок идет из трубы. Ну, блин, это просто шикарно. И погодка чувствуется, прям холодает. Морозец такой начинает пробирать. Ну, картина просто великолепная. Вот посмотрите, а. Как будто все остановилось на мгновение. Тишина в лесу. Где-то ворона пролетела. Только мы. Только теплая печка и теплый дом. И снег на ветках. Лепота. Ну, +6.
Ну все, наконец-то добрались до дома. Сейчас сушим все вещи, потому что промокли и ноги, и ботинки, и перчатки. Ну и сами тоже немножко подмокли. Надо подсушиться. Дорога была сложная. Да. Че, как впечатление? Давно ты не был здесь уже? Вот замечательно. Кухня Нравится? шикарная. Печка. Самое тепло. Уже вот Тепло. что, считай, минут 30 прошло, уже нормально тепло становится. Ну, сейчас все просушим, прогреем. Попьем чай. Еще разок. Весь термос вот весь как раз допилим. И бензопила заодно отогреется у нас. Вот. И пойдем работать по плану. Сегодня сделать душевую кабину. Ну, не душевую кабину, а вот эту ванную комнату, скажем так. То есть там и полы, и стены, и перегородку саму. Ну, что получится, что успеем. Вот. Потому что, блин, пока доберешься, уже подустали. Полдня потеряли. Да, полдня на дорогу только уходит, считай, прям. Во сколько мы... в 7 я за тобой, в 7:30 я за тобой заехал, а сейчас время уже 3. Ну, это кошмар, конечно. Да, часа полтора уже стемнеет. Сейчас самое главное, да, пока еще не стемнело, заготовить бревна на перегородку, на стену и на лагерь, на половые. Доски даже не донесли, то есть мы доски там на берегу оставили, потому что уже, немного подустали с дороги. Это если что, даже в темноте с фонариками. Да. Сейчас пока светло, главное заготовить бревна. И уже здесь, в теплом доме, в шортах, в сланцах работать. Ну и погода, конечно, да, сегодня такая снега намело за последние 3 дня. Я ожидал, что будет голый лед на реке, но сильно ошибся и промахнулся. И поэтому дорога так много сил отняла. Зато лес красивый, сами видели, да, на деревьях, прям на ветках снежок лежит. Красотища. Находиться одно удовольствие. Завтра проснемся, ночью еще снег обещали. Еще нас завалит тут весь дом снегом. Главное, чтобы крыша выдержала нагрузку. Но я думаю, выдержит. Не должно ничего нас подвести. Вот. И спальник я не взял. Тоже своего рода будет такой сегодня эксперимент. Ночь без спальника. Ну, я думаю, тепло. Что, 25-30 у нас обычно здесь в доме. Вот. Ладно, пьем чаек и занимаемся делами. Что, вот, это нормально. Да, вот это вот прям пильнем, да? Как навалило-то снежка. Не позаботились хорошенько о дровах по осени. Ну, сколько вот заготовили, там буквально получается, на 5-6 ночей хватило. Поэтому сейчас будем восстанавливать запас дров. А с этим сейчас большая проблема. Все под снегом уже. Ну, будем искать. Вот нашли какое-то дерево, вроде нормальное. По-хорошему заготовить и на сегодня, ну и может быть там и еще на одну ночку, чтобы были. На одну, на 2 ночи. Ну да, то есть, может быть, пару волокуш забьем битком. Ну, вот, и потом уже бревна пойдем пилить, заготавливать. Приступаем.
доме-то хорошо. Там тепло. Ну все, сейчас поищем валежник, напилим 8 столбов и 4 бревнышка, которые пустим на пол. Лаги, так называемые. И уже, я так думаю, стемнеет, пока сейчас бревна будем таскать, пока пилить. Поэтому надо ускоряться и уже потом спокойно в доме, в тепле, в уюте заниматься комнатой, душевой, ванной, туалетная, уборная, ну, кто как хочет, так и называет. Смотрю, вон, хорошее дерево есть, такое уже отсоединившееся от корней, но застрявшее на деревьях. В принципе, его мы сейчас и пильнем. Так. Давай отнесем вместе. Раз, два, три, 4, 5, 6. Аккуратно сзади меня, не стой. Погнали. 6 штук есть. И там 2. Ну, еще чуть лаги есть уже. Я А, вот вместе еще с лагом. стоит у нас. Вот стоит еще какой-то. Вот я все вместе поставил с лагом. Время 6 вечера, а уже смотрите, какая темень. Все, ничего не видно. Без фонарика делать в лесу нечего. Причем уже где-то в 5, наверное, стемнело. Резко. Хорошо, что есть домик, в котором тепло и уютно. Сейчас там будем греться. Фух. О, Женек уже там вышел. Ну что, все, приготовили все бревнышки. Начинаем работать. До этого прохлаждались, ничего не делали. Начинаем. Следы, видишь? Да, животное бегало по крыше вон. О, кто-то бегал, да.
ничего не сделали, а уже едим. Ну а что, пока побродили, бревна пособирали, напилили, уже аппетит проснулся. По-хорошему бы сейчас вообще по-нормальному поесть. Но решили перекусить и все-таки заняться уже наконец-то работой. Женька яичницу жарит он. Ладно, приятного аппетита. 7:15. Ничего еще толком не сделали. Поели, попили. Ну, хоть бревна заготовили. Ну да, Часов до 2, до 3 спокойно может, по идее, работать. да. Ну, завтра зато выспимся. Или, как обычно, в 6 подъем. Это у нас всегда получается. Полдня потеряли просто, пока дошли. Тут полдня-то ладно, еще и половину сил оставили на эту дорогу. Легендарная кредитная карта Альфа-банка, бесплатная навсегда, стала еще выгоднее. Получайте супер кэшбэк каждый месяц и бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах по всей стране. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Так, для начала сейчас установлю вот такой вот слив, тройник под поддон душевой. А потом уже, я так думаю, как раз вместе будем устанавливать столбы, потому что, ну, я не знаю, честно говоря, тут места-то не особо много. Тесновато. Ну да, блин. В идеале надо было, конечно, сразу, когда трубу еще тогда закапывал, надо было сразу вот этот тройник поставить. Не знаю почему. Не сделал это, и теперь придется расплачиваться за эту ошибку. И опять копать. Как эта копка надоела уже. Точно, блин. Финишная прямая здесь уже в ванной комнате, в душевой кабине, да? Сейчас всю стену эту зашью вагонкой. Те стены тоже максимально вагонкой зашиваем. Единственное, наверное, получится так, что вагонка здесь на 3 стенах будет идти вертикально, а на стене, где вход, будет идти горизонтально. Скорее всего, так будет лучше. Ну, посмотрим. И с полами хотя бы лаги сегодня положим, а уже сами полы будем делать завтра. Ну и, конечно же, сам душевой поддон хотел бы посмотреть, как он вообще ляжет, встанет, как он будет помещаться.
где он будет находиться. И исходя из этого будем плясать и делать уже сами лаги. Что, приступаем? Не вышел. Вот, 11 вечера, и мы пошли за досками, которые мы оставили там сегодня около берега реки. Не смотрю в камеру, потому что фонарик не взял, надо камерный, а этот слепит. Фу, снег повалил. Как нам завтра идти-то опять? Ну ладно, хоть морозец, лед будет только крепнуть, это радует. Погода, конечно, просто великолепная. Идешь, и снежок хрустит под ногами. Милое дело. Ай, какая красота! Смотри наверх. Валит и валит. Ага. Мне кажется, или кто-то уже тут бегал. Какие-то следочки. О, прям. Да, по нашим следам. Да, пробежал тут лисичка. Итак, мы плавно добрались до душевого поддона. Сейчас думаем, как нам лучше все это дело закрепить. Положили лаги, то есть вот здесь с этой стороны и вот здесь с этой стороны. Скорее всего, мы так думаем, что надо сделать еще вот одну лагу здесь и здесь половинчатую. Ну, то есть там цельную, здесь половинчатую. И доски уже выкладывать, плясать вот отсюда. То есть первая доска пойдет вот так вот, чтобы душевой вот этот поддон лег на доску. И как-то уже плясать в ту сторону, в эту сторону доски, да, здесь кусками. Потом душевой вот этот поддон снизу пропенить его и положить на какую-то обрешетку деревянную, например, да.
и, естественно, в поддон положить какой-то груз. Это самый дешевый поддон из Леруа Мерлена. Здесь никаких ребер жесткости нет. У меня, в принципе, на даче, короче говоря, точно такой же в сарае стоит. Время 12 ночи. Я думаю, за час, за два управимся. Ну и часа 2 будем готовить вкусный ужин. Точнее, уже не знаю, как его правильно назвать. Ночной ужин. Ну, короче, ночной обед. Вот, все, погнали. Ну что, дорогие дамы и господа, мы закончили все, что было запланировано на сегодня. Время 1:30 ночи, но есть от этого меньше не хочется, несмотря на столь поздний час. А на ужин будут сегодня, хотел сказать макароны, нет, сегодня будут отбивные. Куриные отбивные в кляре. Ну а Женька чистит картошку, еще и будет у нас гарнир в виде вареной картошки. Я думаю, все знакомы с отбивными, каких-то сложностей в рецептуре, в приготовлении нет. Нарезать филе куриное кусочками такими тоненькими, отбить и обмакнуть в муку, смешанную с яйцом заранее. И выкладывать на сковородку. Но прежде чем начнем готовить, я хотел бы остановиться на подарке от подписчика. По-моему, из Костромы ребята мне прислали вот такую вот снегурочку, как раз очень вовремя к Новому году. Книжку про Кострому. Пока не знаю, куда буду складывать сюда на скамейку. Что еще? Еще прислали вот такой вот кусок ткани. Честно говоря, не знаю, что с ним делать. Но что-нибудь придумаем. Может быть, занавеску какую-нибудь. И черная соль костромская. Ну, еще был сыр, был зефир, но это было все удачно мною съедено. Но помимо всего прочего, было еще вот такое письмо длинное. Сейчас все зачитывать не буду. Вкратце, Кирилл и Ирина из города на Волге, Кострома, прислали все эти сувениры. Кирилл и Ирина, спасибо вам большое за такие презенты. Присылайте еще. Сыр я вообще особенно люблю. Никогда от подарков не откажемся. Ну, еще раз спасибо. И будем теперь уже готовить куриные отбивные с вареной картошкой. Все.
так, вкусные, сочные, отбивные. Нормально. Отлично прям. Ну что, друзья, доброе утро. Время 8 часов, легли в 3, но невозможно спать долго, когда вокруг такая красота. Снежок на деревьях так и лежит, но плюс ко всему еще и добавился плюсовая температура. Снег начинает немножко подтаивать, дорога будет совершенно точно нелегкой в обратную сторону, еще и по реке. В доме тепло, то есть, представляете, закинули в печку дрова последний раз, ну вот как мы легли в 3, в 8 просыпаюсь, 30 градусов тепла, то есть мы замуровались как бы конкретно. Ну, 2 двери у нас были закрыты, да, и там внутри дверь была закрыта, утепленная, 30 градусов тепла. Я спал без спальника, просто в термобелье, накрывшись каким-то тоненьким таким, не пледом даже, а ну пусть плед будет, ладно. В общем, по планам сейчас доделать то, что мы не доделали вчера. Просто вчера уже не было сил это сделать. То есть закончить с душевой, повесить. Кстати говоря, Кирилл и Ирина, помните, да, я вчера говорил по поводу подписчиков, которые прислали подарок, ткань. И мы придумали, куда мы эту ткань будем использовать. Как раз мы не будем делать дверь в ванную, да, в душевую комнату, а просто повесим такую занавеску из ткани. Она очень красивая, и я думаю, будет гармонично смотреться. Ну, если что, всегда можно передумать и переделать, перевесить ее. Сейчас устанавливаю слив на поддон душевой. И, в принципе, все, можно подключать, испытывать. Ну, еще наподобие подиума что-то такое сделаем, чтобы выровнять душевой поддон по уровню так, чтобы вся вода уходила именно в это отверстие. То есть именно вот какой-то наклон сделаем в эту сторону. И на этом на сегодня все. Ну и вот, еще раз спасибо Кириллу и Ирине. Такая вот ткань как раз таки нам сюда вот пригодится сейчас. Мы ее
приделаем. Будет занавесочка. Да, Ванную что, комнату. красивый, и дверь не нужна, по сути. Ну, чуть, наверное, вот так вот, что ли. Чтобы Ну немного да, чтобы воздух, воздух. да? Ну да, вот циркуляция шла. И можно, знаешь, что, как собрать немножко здесь, а потом чик-чик-чик. Да-да-да. Вот так вот. Да, придержи тогда. Вот и подошла наша поездка, наше путешествие в волшебный дом под землей. Словно в какую-то сказку мы попали, в таком красивом лесу побывали, поработали. Отдохнуть, конечно, мы не отдохнули, но зато хорошо поработали. Да. Ванная комната сделана. Ну, думаю, в следующем видео проверим, протестим ее, испытаем. Следующее видео вообще, я думаю, всех немножко удивит и порадует. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Спасибо, что посмотрели этот видеоролик до конца. Подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайки, комментарии. С вами был Алексей, канал Лесной Строитель. И Евгений, лесной кот 63. Тоже не забывайте подписываться и к нему на канал. Всем пока, до новых встреч. Пока-пока. Через один бах-бах мимо. Это уже усталость. О! Во! Ага, и мы за деревом пройдем, все. 100 метров туда, 100 метров обратно. Всем хорошего настроения. Ветки сгибаются под тяжестью снега. А Женька сгибается под тяжестью волокуши. Вовремя.